Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, с вами Николай. И сегодня будет немного необычное видео. Делаю я его по просьбе моих зрителей. Однажды я обмолвился, что у моих родителей очень хорошая дача, я очень люблю это место. И люди сказали, зрители сказали: Николай, покажите, будет очень интересно посмотреть, как у вас там на даче. И я все уговаривал мою маму поучаствовать в роли оператора и в роли гида. Она все отказывалась, но наконец-то она все-таки согласилась, сняла видео. Я вам поставлял там еще много разных фотографий, да, потому что вы знаете, дача это такое дело, сегодня цветет одно, завтра цветет другое, поэтому я вам немножечко поставлял с разных времен года фотографий того, что происходит на этой даче. Всем, кому интересно, присоединяйтесь к нам. За кадром будет голос, как я уже сказал, моей мамы Светланы Владимировны. Она нам проведет экскурсию по своей святая святых, по этому чудесному месту, по даче удачи. Это официальное имя нашей дачи. Всем приятного просмотра и начнем. Добрый день, мои дорогие дачники. И не просто дачники, а любители природы и всякой благодати Божией. Я хочу сегодня для своего сыночка, как он мне сказал, ты мне сделаешь приятно, показать вам. Ой, это мой палец. Я не умею снимать, он забракует, наверное, это видео. Но как могу, в следующий раз, значит, будет лучше. Просто вообще не хватает времени. Но мне очень хочется ему сделать приятно, потому что он любит вас и уважает. И говорит, я обещал, я должен. Ну, мама все бросает и начинает. Это наша дача. Мы ее называем удача. Наверху, сейчас, наверное, не видно, у нас дракон. Это год моего сына Николая. Нико Гранд Канария. Мы туда дракона прицепили в его честь. И эта дача наша называется удача. В общем, здесь у меня цветы растут. Ну, давайте начнем по порядку. Мы делали здесь все сами уже. Все было в другом виде, но мы поставили новый забор, обшили дом, утеплили, во-первых, потом обшили его. Он был просто кирпичный. Долго думали, как делать парковку для машины. Пришлось убрать забор. То есть вот здесь вот мы паркуем свои автомобили. Потому что дочь приезжает, у нее машина, муж приезжает, у него машина. В общем, у всех по машине. У меня нет, я бегаю пешком, но все прекрасно, все хорошо. И прошу вас в гости к себе. Конечно же, на пороге вас встретит наша любимая собачка, которая... Давай во двор. Которая мне досталась по наследству. Здесь у меня шикарная вербушка растет. Она весной самая первая дает эти цветочки, желтые шишечки. Я ее обожаю. Виноград. Я не особая любительница винограда, но я его выращиваю. Как бы он затеняет мне окошко здесь. Все зелено, все хорошо. Всего 4 сотки. Ну и на 4 сотки, как вы знаете, дачники, кто дачники, нужно время. И время всегда работает не в нашу пользу. Все время надо что-то, но я стараюсь все это делать с удовольствием. Так что вот сейчас сниму вам немножечко, в следующий раз еще сниму. Я прошу прощения за какие-то беспорядки свои. У нас был сильный дождь, все забилось. И я вот пытаюсь сейчас немножечко все это разрыхлить, распушить. Ну, вот такой будет обзорчик небольшой, а потом мы вернемся к нашим цветочкам. Я люблю цветы всякие. Люблю те, которые цветут, и больше всего люблю те, которые не цветут. Это вот сын у меня. Я очень люблю сансевьерии, очень люблю кактусы. Дома у меня есть. Но не знаю, как в нашем городе. Я живу на Ставрополье. У нас выбор абсолютно невелик. Выбора вообще нет. Ни сансевьерии, ни кактусов. Я была и в Леруа Мерлен, и в Икее мы были с мужем в таких гипермаркетах. И даже не знаю, что еще. Мега, по-моему, там тоже есть цветы. Но вот такого изобилия и вот такого шикарного набора вот этих цветов. Розы, конечно же, вы знаете, кто садовод и дачник, уже первое цветение отошло. У меня много, нет, у меня немного роз. Некоторые люди пишут, что у них по 50, по 100 кустов. У меня 28, и то, наверное, уже меньше, я убрала немного. Вот это вот цинерония. Я люблю ее, она до поздней осени стоит, серебристая такая. Она выбрасывает метелочки такие желтые.
Они, будем так говорить, не очень красивые. Красивая сама вот серебристая, кустистенькая, ну, в общем, красотень, растюшка. Это вот вигела отцвела тоже уже. Ну, все равно стоит, пушится, красивая. Вот такая как бы дача. Это норвежский можжевельник у нас, но муж его обчикал немножечко, он уже стал лезть к соседям, он сейчас не в пристойном виде. Если получится у нас с вами подружиться, то я вам когда-нибудь по осени сниму. Он уже обрастает молодыми веточками, ну, он очень полезный для здоровья, для сердца, для дыхания. Под ним даже надо делать по-хорошему лавочку и сидеть, наслаждаться жизнью, дышать свежим воздушком. Вообще у нас экология здесь, моя дача находится за чертой города. И у нас тут очень хорошая экология. 2 реки, Кубань и Зеленчук, протекают. Воздух свежий. Даже, говорят, лечит астму. Некоторые люди продают в городе квартиры, строят здесь дома, и астма проходит. Ну, я не видела этого человека, но про него все рассказывают, что астма прошла у него, как он переехал сюда, к нам в деревню жить. В общем, названия цветов я как бы какие-то знаю, какие-то не знаю, не стремлюсь к этому. Но все равно запоминаю и замечаю, что это тренирует память. Когда я только купила дачу, вообще не знала. Ну вот это охрана, конечно, без него никуда. Он все время ходит по этим 4 соткам, ему мало их. Он выходит на улицу, вся улица его знает, очень уважают его даже большие собачки. Вот еще мой домик называется домик с лилиями, потому что я лилии люблю. Они сейчас уже тоже отцветают. Но у меня вот кустики, эти ранние белые. Вот еще только начинает лилия цвести. Вот она будет розовая. В общем, тут и флоксы, и гвоздики, и пионы. И кто еще сказать? Этот львиный зев тоже растет. А, вот очень красивая лилия. Ну, как-то в этом году она... Ой, уже 6 минут. Вот она, не знаю, как она на камеру, она прям черная, такая хорошая, красивая лилия. Это вот такой пока кратенький обзор. Дальше продолжим, я с вами не прощаюсь. Продолжаем с вами наше путешествие по 4 соткам моим. В общем, не знаю, как вам видно, нет, солнышко отсвечивает. Ну, как я говорю, что цветы у меня всякие разные, на всякий вкус и цвет. Очень люблю эту травку. Не знаю, как она называется, честно сказать, не знаю. У меня соседка, ей 70 лет в этом году юбилей. Она знает каждое название. Ну, у нее, знаете, и дача уже, не знаю, лет 25, наверное. Может, и я, если Бог даст, доживу до таких лет, то и будет у меня дача, я буду знать. Вот это, знаю, что это гацания. Я называю их цветы-барометры. Вот сегодня дождя нет, они открыты. Если с утра дождичек или он собирается, они никогда в жизни не откроются. Вы, наверное, их тоже знаете. Здесь у меня и бархатцы, и калы, и альпийская гвоздика. Вот она будет цвести. Кто-то мне говорит, что это сорняк. Ну, мне нравится. Сегодня я занималась тем, что я уже говорила, что прошел сильный дождь, даже ливень, и все забито, вся земля забита. Вот я сегодня обрезала клубнику, удобряла ее, подкармливала и пушила. Вот это вот у меня ушло полдня на это. Ну, не полдня, но первая половина дня. Дальше там, сейчас мы туда подойдем. Я извиняюсь, конечно, за беспорядок некоторый. У меня ремонт в доме. Если хотите, я вам могу и дом свой показать. Ну, это не дом, а дача, но тем не менее. Вот мы сейчас с вами пойдем. Здесь у меня, на этой стороне, как вы поняли уже, да, у меня сад. А здесь у меня грядки, огород. Я стараюсь, чтобы было все, потому что дети кушают, племянники. Я раздаю много, угощаю, мне хватает. Вот зачем мне, допустим, 2 грядки огурцов, достаточно одной. Ну, мне, как бы я семена проращу и потом сажу 2 грядки огурцов, чтобы раздавать, чтобы ухаживать, потом раздавать все это. Ну, мне нравится, ну и себе хватает, конечно. Здесь у меня вот и петрушечка, рядом астры, конечно же, осенью будет, это отдельная красотень. Помидоры в этом году как бы достаточно дождей, и помидоры удались. Видите, да?
что будут помидоры. Опять, зачем нам столько помидор? Ну, будем крутить томат, будем раздавать, радовать людей. Поэтому радовать – это самим радоваться. Как мой сын говорит, счастливый осчастливит, обиженный обидит. Я поддерживаю полностью его, и поэтому стараюсь всегда радовать, осчастливливать. Наверное, я счастливый тоже человек, у меня хорошие детки, у меня старшая дочь, младший сын. Сейчас, конечно, такое время, что сын мой живет далеко от меня. Мы раньше с мужем всегда старались встретиться с ним где-то. Это малина, там персик, там мой дом, дача, удача. Ну, в общем, всего-всего хватает. Я очень люблю крыжовник, друзья, всем рекомендую. Киви, крыжовник, вот в нашей полосе это крыжовник. Белая смородина. Это витамин С в этих продуктах зашкаливает. Сегодня была у соседки, она говорит, что у нее стоит куст крыжовника, прям аж синий поспел. Почему не кушаете? Я его потом заморожу. Зачем его морозить, если можно прийти на дачу, взять жменьку шиповника, скушать, и это просто витамин С в чистом виде. У меня еще тут его полно. Я кушаю. Это чеснок. Я уже его завязала, как говорят, чтобы он наделся. Поздний чеснок, ранее я уже выкопала. То есть ему свое время. Вот здесь у меня в помидорах растет базилик. Вот он мой базилик. Говорят, что он лечит помидоры то ли от тли, то ли еще от чего-то. Не знаю от чего. Лечит, но он очень красиво, как цветы. Он цветет, во-первых, красиво. Я его так не рву сразу. Ни к чему. Листики обрываем, если муж приезжает, жарим шашлык. Почему я все время говорю, муж приезжает? Потому что жизнь такая, что мой муж работает в Подмосковье. А живем мы здесь. Поэтому мы с ним как бы, у нас такой брак с ним. Крепкий, постоянный, конечно же. Но сейчас вот он живет и приезжает при каждой возможности, старается приехать домой. Это вот перцы. Этим перцам досталось. Ох и досталось. Они перетерпели у меня все. И мороз, и град, и дождь. Они замерзали по ночам, утром они отходили, белели от яркого солнца. Весны как бы практически не было, но им досталось. В общем, перцы у меня герои. Ну, здесь синенькие. Они уже даже вот. Вот они, смотрите. Такие синенькие. Очень хорошие. Я особо не поклонница синеньких, но у меня хорошая рассада. Они получаются очень вкусные, они не горчат. У меня очень хорошо получается хрен. Ко мне за хреном ходит вся наша вся наша улица точно. Вот я подсадила еще огурчиков немножко, это уже позже будут. Тут раньше горох рос. Покушали, вырвали, и я уже подсадила огурчики. Ну, это святая святых дачи. Это компост. Тоже сделан с любовью. Он вот такая у него дверь. Он закрывается у нас вот так. Коты по нему лазят, конечно же. Вот так он закрывается. И все, компоста нет. Надо открыл. Ну, в общем, как-то так. Все хорошо, все чудесно. Да, хрен это отдельная тема. Растет, пышет. Кабачки. Посадила 2 кустика кабачков. Но теперь от кабачков не знаю, куда деваться. Тоже раздаю. Всем навязываю. Кабачки сладкие-сладкие. Нежные-нежные. Приезжайте, друзья, на кабачки. Их можно запекать в духовке. Много рецептов. Мои все любят оладушки из кабачков. Еще можно просто их жарить, как бы посыпать зеленью и майонез. Но майонез мы не кушаем. Кстати, сын нас отучил всех кушать майонез. Мы стараемся правильно питаться все. В общем, вот такой вид. Еще хочу вам рассказать про сараи. Это отдельная тема. Был сарай один. Вот этот маленький. С этой стороны. Но в этом году мне стало мало одного сарая. И мы пристроили еще второй. Там была у нас мангальная. Там стоял мангал на улице. Муж прятался от дождя, когда там со своим мангалом. Но теперь мужу негде прятаться от дождя, потому что он теперь на этой площадочке будет. Там 2 сарая.
Яблоня уродила, вон аж палки подставляю, подпираю. Персик нет, персик разочаровывает меня. Он болеет и болеет. Он не любит влагу. Вот такой персик уже поспевает. Влаги много, и он такой больной, на него вечно нападают муравьи. Я никогда не думала, что муравьишки такие как бы вредные. Они на самом деле безобидные, но для дачников это целое бедствие. Немножечко отвлекся, и они уже все, заполонили все. В общем, такая красота. Погода? Да, пасмурно, да. Ну вот работают целый день благодаря этому пасмурно. Вечером обещают нам дождик. Вот эти цветы. Есть такая трава, вылетела из головы, скажите мне, напомните, пожалуйста. Крутится топинамбур. Топинамбур это не то. Портулак, вот. Портулак тоже, кстати, не избавиться. Ну, я и не избавляюсь, он у меня по всему огороду, в принципе, я его так выпалываю. Но в нем шикарная морковка, кстати, произрастает. Я удивлена. Ну, наверное, это не благодаря ему. Я вам даже сейчас вот сорву, и вы сами убедитесь. Вот сейчас я полезла, потянулась. Ой, обломила, как жалко, друзья. Такую морковку сломала. Сейчас я ее прям на ваших глазах грязную съем. Представьте, там вот такая, там еще осталось с нее сколько, половина. Жаль, 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 морковушка, прости, пожалуйста, сломала. Я представляю, какая она сочная, витаминная. Шикарная моя морковка, ничем не отравленная. И все такое на даче. Вот, конечно же, какая дача без гортензии. Тут я еще не успела пропушить и прополоть. Вот, вон гортензия. Кстати, не знаю, у кого получаются гортензии других цветов. Видела бордовые, даже покупала бордовую. Она у меня погибла. Вот у меня только вот такие розовые и потемнее немножечко там в кустиках. Вот это вот стоит 3 года. Я ее маленькую покупала, правда, пересаживала. То там ей жарко, то там ей жарко. Яблочки, вот я же говорила, что яблочки в этом году уродили. И там яблочки. Черешенка как бы плодоносила уже немножко было. Ну, в принципе, у меня сад молодой. Кстати, для дачников такой совет. Уже убедилась на собственном опыте. Смородина не любит солнце. Смородина любит крахмал. То бишь, можно или крахмал разводить, или шкурки как бы картофельные под нее подкладывать, закапывать. Смородина любит тень. Я вот один кустик белой смородины посадила на солнышке. И жалко мне его, надо пересаживать. В общем, розы уже, конечно, отцвели, пыхнули первое цветение. А теперь попозже, сейчас для них жара. Пес мой, он мотается. Ну, а так, все хорошо, все приятно. Вот, кстати, у меня стоит мой охранник. Вот клубника, про которую я говорила, что я делаю так. Я ее обрезаю полностью в июле. Подкармливаю, пушу. Сейчас вот самое время, дождь прошел. Всегда, конечно, на моем участке присутствует зелень. Без зелени никуда. Я ее ем круглый год. И всем женщинам, ну, не знаю, мужчины, конечно, не знаю. Хотя мой сын кушает и всегда очень любит зелень. Муж мой уже привык, я его приучила, но мужчины редко. Вот всегда у меня присутствует зелень на даче. Это уже 2-й раз я посеяла ее, посадила. И все время мы рвем. Это рукола, там салаты. Крест-салат был, кинза. Я всегда это пучками в блендер. Обязательно бананчик кладу. Взбиваю утром. Это мой первый завтрак. Столовую ложечку льняной каши. Льна обязательно перемолотого. Зелень всякую любую, укроп, петрушечка. Друзья, будете всегда здоровы, молодые и веселы. Это такой заряд энергии, и хватает вот, ну мне так хватает до 3 часов дня. Конечно, надо раньше покушать, но если никогда я сыта и вот счастлива от того, что внутри меня то, что я съела. Я вам желаю всем хорошего дня, хорошей жизни, хороших впечатлений. И надеюсь, я оставлю у вас неплохие впечатления со своей дачей. Целую, люблю, обнимаю, к сердцу прижимаю.